Здравствуйте, дорогие подписчики. Вот уже прошел месяц, как случилось это горе. Уже 20 дней я дома. И я сегодня хочу поблагодарить людей, первых, которые меня спасали. Потом хочу поблагодарить врачей, которые меня тоже спасли. И очень благодарна, Настя, вам, что вы мне сделали те уколы, что вы дождались скорую, потому что скорой долго не было. Я уже теперь с рассказом много чего знаю. Первый раз я это все не могла сказать. Голова и так еще плохо работает. И, Настя, большое вам спасибо. Всех остальных имен не знаю, но те люди, которые были, присутствовали тогда в компаунде и в квартире Хасана, где это все случилось. Я вам всем благодарна за свою жизнь и за свое спасение. И очень благодарна египетским врачам. Это даже нету слов. Я говорю, я когда там летала, я самое больше переживала. Неужели меня спасут здесь? Неужели я выживу? Неужели может быть какое-то дальше будущее продолжение существования меня? Всем большое спасибо за мою жизнь. Это первое, что я хотела сказать, потому что тот раз я прослушала, просмотрела видео и не видела этих благодарностей, и я была расстроена. Ну, а теперь я хочу поговорить с того всего, что мы тот раз наговорили, но не договорили. По теме. По поводу родителей, им большое спасибо за мое воспитание и за мое образование. У меня 2 высших образования, потому что я не договорила. Некоторые девочки уже там писали не то, что нужно. У меня 2 высших образования. Я педагог и экономист. И работала я в детском садике и в музыкальной школе немножко. А дальше мне пришлось, так как эти тяжелые были 90-е, ехать на работу в Польшу уже в 20 лет. И я училась, и воспитывала ребенка, и тащила на себе родителей, потому что они остались без зарплат, без денег. А оба инвалиды, мать-то вообще инвалид детства. И нужна была эта помощь. И помогала родителей, поддерживала с 13 лет. Пела по свадьбам, по праздникам сел, потому что нужно было зарабатывать деньги. И деньги я всегда любила зарабатывать. Моя мама очень этим гордилась. И много было сказано я, но я имею право сказать я. Да, я была хорошей дочерью, я хорошо училась. Я родила дочь рано, но я ее поставила на ноги и тоже выучила. Она у меня закончила ветеринарный университет, ветеринарную академию вообще-то у нас там в Каменце-Подольском. И мне было легко, было сложно, но я была всегда бойцом, борцом. И этот характер оптимиста, вот это мой большой плюс. Оптимизм меня всегда спасал, я шла всегда вперед, как бы ни было сложно и как бы не были трудности в жизненной дороге. А трудностей хватало, поверьте мне. Потому я и говорю, да, я умею то и то и то, я могу много чего. Я рано стала бабушкой, у меня есть внучка. И девочка, которая сейчас живет в Неаполе. Мне 48 лет, всем очень интересно, сколько мне лет. Мне 48, 5 мая будет, наперед больше, как говорится. 47 пока что. И я многого чего дошла сама в этой жизни. Да, я сама построила дом, да, я сама тащила родителей. У моей мамы было сделано 16 операций. Ей неудачно сделали операцию, и лопали кишки, и это было просто страшно. Она была в реанимации 2 месяца, я была возле нее, у самой открылась язва желудка на нервной почве. А папа в это время очень загрустил, забоялся, что Надечка умрет, и что он останется один. Запил. И когда запил за 2 месяца, заработал себе страшную болезнь, туберкулез. И я 8 лет отходила в больницу, а это 100 километров от нас. Ездила в эти голозубинцы, возила эти сумки 2 раза на неделю. 8 лет его протащила в больнице. И он умер на Святого Николая, да, в 5 утра, закрыл глаза и уже не проснулся. Так что карма у меня была тяжелая, потому и говорила я. Не осуждайте и не говорите плохо, потому что сейчас мне и так тяжело говорить. И думать тяжело. После 3 операций, после этих 6 ножевых, после 3 операций, после всего, что я пережила, мне сложно. Так что надеюсь на ваше понимание.
По поводу того, что там насмехаетесь, что «О, у нас Ванга появилась», не каркайте. Потому что у меня врожденная патология с глазами. И эта женщина, которая меня там оставила в этом парке в таком состоянии, это мне было 8 месяцев рождения, не 9 и не 7. И у меня не открылись нервы глаз, там окончания. Я с детства этим страдаю. И сейчас имею глаукому глаз. То хоть не каркайте, что Ванга, Бог, кто его знает, что может быть. Вы знаете, кто понимается в этой болезни, понимает, какой будет результат конечный. Так что по поводу того, что да, я умею много чего, может, вы еще сами будете обращаться, и ребенка могу вытащить, какой икает, и какой описывается ночью, перепугивает, и яйцо выкачивать, и воск выливать. И, возможно, очень плохо говорю по-русски, был акцент украинский, тоже не обессудьте, школу закончила уже 40 лет назад или 35, я закончила вообще школу 14 лет. Потому что мама добилась, что меня взяли в 5, в 14 я закончила, то это уже сейчас вот 48 будет, то посчитайте сами, давно уже. Да, возможно, будет Иванка дальше будущее, только украинское. Хватит с этого насмехаться. Могу, чищу дома, чищу квартиры, не продается машина, чищу машину, чтобы продалась, да, имею дар и могу что-то делать. Но не так сильно бы нет было где учиться. У меня родители были партийные, мама вообще стояла на входе в церковь, не пускала людей, кто был партийный, кто был учителем. Крестили меня вообще чужие люди с-под полы. А потом, когда я пошла по экстрасенсам, по этому всему, то мне говорят, вы вообще, Валерия, не крещенная оказалась. То крест принимала я уже в взрослом виде. Ну, когда была взрослая, тогда уже меня перекрестили, потому что креста не было. Все-таки в те времена это было все, ну, не от души делалось, не от сердца. Не было веры. Вера была в Ленина, в Сталина и в коммунизм. Вот и все. Моя мама знала все книжки наизусть, что ей совсем не нужно было. А когда она в старости умирала, она говорила: спасибо тебе, доченька, что ты меня хотя бы в старости лет научила молиться «Отче наш» говорить. Вот это была действительно правда. Потому что дома была верующая только я одна. По поводу моего здоровья. Тоже эта тема обсуждалась в интернете. Ну, мне сделано до этого времени было 10 операций. Я не считаю, что там трое на глазах, тут было бы 13. Но это такое, то не операции. А так 10. 5 на позвоночнике. И я 3 года не ходила, потом заново училась ходить. Это был тяжелый труд. И я попала в ДТП. Попала потом к нейрохирургу, нехорошему, можно так сказать, потому что он был зав больницей. Он хотел себе славу, а получилось, что обычный хирург имел инструмент, чем делать операцию, а этот не имел, а попросить не мог. И получилось, он меня раскрыл и зашил. И зашил так неудачно, позашивал нервы, еще швы, и меня вообще спарализовало. Мне было тогда 30 лет. И хорошо, что в больнице лежал кто-то из депутатов, и он это увидел, как я мучаюсь, какая я молодая, и езжу на коляске, и мучаюсь от болей. И он тоже позвал журналистов, они взяли интервью, и тогда уже это все начались чуть-чуть такие скандалы, неприятные ситуации. Этот главврач принес этот диск МРТ, еще его такая лежачая, он мне просто кинул, попал еще уголком глаз, как сейчас помню, аж сюда аж кровь вышла. Такая была война, что... И я перешла к этому доктору другому, нейрохирургу, тоже ему большая благодарность. Это Ланковский Юрий Анатольевич, это лучший врач по нейрохирургии в нашей области. Я его обожаю, он для меня остался другом, он спас меня тоже, он поднял меня. Он после этой операции еще сделал 4 операции в течение 4 лет. Последняя была самая страшная, это реконструкция. Я была одна из первых, это прошло уже 17 лет. Я была одна из первых, которые ставили 6 болтов, 2 амортизатора и 2 пластины в позвоночник. И потом я заново все училась, да, я поднялась, я встала и пошла. А в этом процессе, пока меня оперировали, у меня умер отец и умерла мать. И я вот не ходячая, на костылях, на колясках, меня тащили, и я все равно все сделала для них как положено. Дальше по теме. Это не все. Еще было 3 операции на почках.
Тоже было такое, что я приехала с дочкой, Амине было 8 лет, мы приехали в Польшу, собирались лететь в Неаполь к моей старшей дочке, к Веронике. И целую ночь мы тряслись в дороге. В 5 утра у меня пошел камень, оказался камень-коралл. Он разорвал мне почку, я упала в кому, попадаю в реанимацию в Свиноустье, в больницу. И тоже там 4 дня боролись за мою жизнь. И потом меня вернули на Хмельницкий. В Хмельницком я пролежала июнь и июль. Мне делали еще 2 операции. Естественно, вы тоже, кто понимает, это вымывание этой грязи середины. Это был перитонит полностью на весь. Набрано было полно гною, но тоже выжила. И вышла с этих. Еще было 2 по-женски сделано, потому что лопнула была киста на яичнике и внематочная была. Ну, тут 10 серьезных операций. Конечно, вот на позвоночнике, которую последнюю делали, это была операция, которая длилась больше 10 часов. Там тоже я лежала на тучке, смотрела, что мне делают. Это тоже там совсем другая история. Это я буду потом рассказывать в других видео. Вот именно такие вещи, которые я видела с того света. Еще по поводу семьи дальше. С Вероникиным отцом я прожила год и 4 месяца. То, что я говорила, что мама меня выдала замуж. Она просто не то, что не хотела, чтобы я училась. Она хотела, чтобы я была рядом. А я собралась в Калугу, это далеко, а ей нужна была всегда помощь, потому что она инвалид именно сустава. И когда он у нее выгнил когда-то в молодости с этих 13 до 17 лет, она не могла ни согнуться, ни достать, и ножка была короче. Моя была работа с детства, это ее обуть, помочь одеть штаны, колготки и все такое. Я, естественно, это всегда помогала, и уже 5 лет маму красила рубином, и в школу мне надо идти было, как вот сейчас даже чуть-чуть посмеемся, в школу надо было идти, 1 класс, а мама, я ее покрасила рубином, она вышла на улицу, а там осталось чуть-чуть, а у меня волосы были русые, естественно, этот рубинчик чуть-чуть загребла, и вот так себе поляпала тоже на челочку. Ну и в школу я шла вот с такой красной челкой, не только челкой, там сколько достала рукой. Это тоже было очень смешно. Ну, красоту наводила еще с 5 лет. Я живу этим. Я люблю все красивое, я люблю быть красивой, я люблю красивые вещи, красивую жизнь, красивых людей. Я люблю делать мир возле себя красивым. Это мое внутреннее. Вот красота, я всегда говорю, любовь, Божья энергия и красота спасет мир. Вот это очень важно. Бо без любви никуда, без веры тем более, а без красоты все не так будет красиво, как есть. Даже как бы мне не было больно, я знаю, что это маска, это никто с людей не знали, что я живу тяжелую жизнь, что у меня был муж, с которым я прожила 20 лет, ну, он был моральный садист. Не могу сказать, что физически иногда там что-то было, но то такое мелочь, но моральный садист, он был очень тяжелый. Я думаю, что я таки болела, бо мне в больнице было лучше, чем дома. И меня резали, он с меня вытаскивал всю энергию жизни, он так контролировал, он не давал, чтобы ко мне кто-то зашел. Если кто-то с подруг заходил, он пороки говорил, ты что, пришла обожрать меня, пить кофе? Такой грубый был очень. Ну, как папа был очень хороший для Амины. Вот от него я родила Амину, доченьку, и за это ему очень благодарна, и желаю ему всего самого лучшего. И пускай он встретит свою женщину, вот так он что-то никого не встретил. И вообще я всем своим мужчинам желаю всего самого лучшего, только без меня. Ой. Ну вот так и есть, понимаешь? Я действительно им желаю всего только без меня. Идите с Богом. Я так с Богом всех отпускаю. Идите уже, идите, ищите другую жертву, оставьте меня в покое. Я действительно от этого устала. Ну, естественно, давайте продолжаем дальше. После садиста кого я могла встретить? Ну, еще другого садиста, только тот был моральный, это физический. Дома было сложно, Саша очень издевался, старшая дочь начала вести неправильный образ жизни, тоже издевалась. И был такой момент, в этом 2019 году, как раз перед коронавирусом, у меня был свой салон татуировок, я его закрыла, еще мебель успела перевезти на дачу. И собрала маленький чемоданчик и поехала в Киев монастырь.
Естественно, там меня переубедили, что Валерия, у тебя поломана психика, трудная жизнь. И после такого мужа, когда я там поговорила, звонила моя сестра двоюродная, говорит: Вера, если не имеешь деньги, поедь куда-то на отдых. Да и там мне посоветовали, что вам надо сначала где-то месяц отдохнуть. Ну и все, я решила поехать в Египет. Естественно, в том Египте была уже с дочкой последних 6 лет. И мы были, наверное, раз 6 в Санидайсе. Я знала этого таксиста, он таксовал, этот Хасан. Я к нему, ну, время от времени мы там что-то списывались. Я ему написала, что помоги мне снять квартиру. Я вот лечу так резко, сегодня покупаю билеты, сегодня вылетаю. Он помог, он знал Ольгу, риэлторшу с Флоренции, он сразу к ней обратился. Сразу снял мне там супер-пупер дорогую квартиру, помог. Все как положено. Все это я прошла, как все вы это проходили, и я это прошла. И дальше была веселая жизнь с Хасаном. Конечно, коронавирус нас присадил дома, но это меня присадил. Я сидела дома, он меня зомбировал, чтобы никуда не выходить. Вот это самая главная цель египтянина – спрятать от лишних глаз, и что все плохие, и ни с кем не контактировать. Я 2 года почти ни с кем не контактировала. Он то гулял, ходил до 4, пока там надо было зайти домой. А я, естественно, была такая домашняя. Потом я уже чуть знакомилась с людьми, начала уже общаться, начали открываться глаза. Ну, еще хватило ума открыть ему фирму. Но потом я поняла, зачем ему эта фирма. Ему нужно было ходить с папкой и иметь в паспорте, что он директор фирмы написано. Тогда у него зеленый свет по проезду везде, и на Каир везде. А потом выяснилось, что он вообще даже в школе не учился. Это для меня был такой... Ну вот это действительно, тогда у меня глаза открылись. Я не могла понять еще тогда. Сейчас я уже это все понимаю. Как такое может быть, что в школе не учился? Но я его учила, научила хорошо разговаривать и на русском. И польский чуть-чуть подучила, и немецкий он там подучал. И начал уже что-то даже понимать, писать. Но он мне говорил, что там в 16 или 17 лет наняли были какого-то репетитора, и он его учил хотя бы что-то писать. Так он умеет заученные слова. Да я и для него была просто помощником. Вот все туристы, клиенты и клиентки, которые к нему обращались, он что-то не понимал. Это нужна была Лера, чтобы перевела, объяснила, рассказала. Если ему присылали в геолокацию, он не умеет ее читать. Он сразу же перекидывал мне, связывался со мной: помоги, где это, что это. Вот этого он очень сильно боялся. И, естественно... верила в любовь, в эту сказку. Многие египтяне мне говорили, что Лера, подожди, 2 года и 2 месяца. Не могла понять, почему 2 года и 2 месяца. Оказывается, что египтяну, который запланировал какой-то план, придумал, он больше не выдержит психологически. Вот они выдерживают 2-2,5 года, но не больше. Дальше они начинают показывать свои плюсы и минусы. Ну, уже минусы, какие уже плюсы. Да, ну вот и как раз через 2,5 года приходит извещение Хасану, что он должен сесть в тюрьму. У меня вот такие глаза. Как тюрьма? Я с ним жила, он ничего такого не делал. Коронавирус, мы сидели дома. Почему в тюрьму? Оказывается, по закону Египта, если у тебя был суд, а тюрьма занята, то ты ждешь. Вот когда придет свободное место, освободится, тогда тебя и заберут. И прошло 2,5 года, и его забирают в тюрьму. Оказывается, что он там дилер. Же самое это все связано с этим Санидейсом, что где-то там что-то... Ну, я до сегодня этой правды не знаю, бы это скрывала семья, и он, и то все. Ну, я как порядочная женщина 6 месяцев отходила к нему в тюрьму, проплатила все его штрафы, всех адвокатов, все долги, еще фирму открыла. Естественно, когда он был в тюрьме, у меня уже глаза открылись, многие, кто мне уже что рассказали, оказалось, что он до меня уже 4 раза сидел в тюрьме и 7 судимостей имел. Это вообще был для меня просто шок. Вроде бы такой был хороший мужчина, а как такое может быть, я не могла в это поверить, а оказалось, что это все правда, и все задильство. Это сейчас его уже посадят 5-й раз, и это уже будет 8-я или 9-я судимость у него. Он, оказывается, рецидивист. Я думаю, почему он на машине ездит, а права не может сделать, а ему полиция не дает права.
Почему он не может выехать куда-то дальше? Потому что у него перекрыта везде дорога, но этого я всего не знала. И пока он был в тюрьме, я подала на развод, потому что адвокаты подсказали, что только так можно использовать эту ситуацию. Я подала на развод и закрыла фирму, которой мне обошлось еще куча денег, чтобы ее закрыть. Потом он вышел из тюрьмы, месяц он был хороший, и через месяц пошла жара. И опять изменился прямо на глазах, начал бегать. Он когда бегает, и дома его нету неделями, то я уже понимаю, что он уже неадекватный, что я уже от него отталкиваюсь. И так он бегал. На Новый год с 21 на 22, прямо вот в час ночи мы приехали с ресторана, и прямо возле Флоренции, возле входа дрались, и он ударил очень сильно с ноги мне в ухо, у меня лопает там в середине уха, так и до сегодня уже больше ни дайвинга, ни ныряний, дырка есть в самом канале, там, ну, не боже, забыла, как это называется. Ну, короче, тогда мы уже разошлись. Мы уже официально были разведенные давно, просто мы уже тогда разбежались полностью, и почти 2 года его не было. Где-то он был раз появился в течение где-то 2 года на дней 20. Но он появился только по одной причине, чтобы я переписала на него скутер. Хотя перед тем еще было, что машина была еще Hyundai. Ага, самая главная история не рассказана. Боже, вот это самое тяжелое для меня, конечно. Умирает моя дочь 17 февраля. Умирает моя дочь, и я улетаю на Украину. Случилось просто страшное горе. Она уже взрослая была, уже была внучка, но она очень сильно страдала за своим мужем и вела действительно неправильный образ жизни. И это все вылилось в нехорошую историю. И я улетаю на Украину, а Хасан... А 24-го начинается война. И мне звонят люди с Флоренции, друзья, подружки, говорят: съехалось много украинцев, Хасан продал машину, пока тебя нету. И тут гуляет, кольца золотые девкам покупает, всех каждый день кормит, наливает. Я была просто в шоке, потому что это было так больно. За неделю было много ударов. Смерть дочери, предательство Хасана, продажа машины, которые мне очень нужны были деньги. Там люди мне собирали на билет. Потом началась война, и я в этой панике, в этом таком полумертвом состоянии, непонимания, как дальше жить. Я ловлю эту свою младшую дочь, Амину, беру маленький чемоданчик, мы идем до границы, мы шли 3 сутки, 60 часов добирались до границы, чтобы ее хотя бы спасти и вывезти. И приезжаю я в Польшу к своим шведам, где я у них работала раньше менеджером. Ну, это был такой частный отель, небольшой, двухэтажный, там 6 номеров сверху и 3 номера, 6 номеров снизу и 3 номера сверху. И на крыше моя квартира, или хозяева, когда приезжали, мы там жили, спали. И я приезжаю туда с Аминой, мы там были 11 дней. Ой, фу. И приезжают потом эти шведы и говорят: Валерия, ты не можешь здесь остаться, потому что мы отель сдали другим полякам на использование, мы сами уже не можем этим заниматься. И это был еще такой 3-й удар серьезный. И я в таком тяжелом состоянии, как мать похоронила свою взрослую дочь. Я не знала, куда мне идти, что мне делать, как мне дальше жить. И как спасти эту младшую, потому что все, что осталось, это у меня Амина и Ева. Это еще не все. Еще был 4-й удар. Когда я прилетела, чтобы Ева не видела, внучка, моих слез и не знала, что мать умерла, естественно, родители мужа, папы, мужа Вероники, папы Евы забрали внучку. И в процессе уже как раз началась война, они ее вывозят. И так получилось, что я ее и не видела, и не обняла, не поцеловала. Ее сразу вывезли на Германию, а воспитывала ее я, потому что ей было 6 месяцев, или сколько Вероника уехала в Италию, а я осталась с ней. А я этих 5 лет, естественно, до 6 лет воспитывала этого ребенка, и это было как мой ребенок Ева, и она так и говорила на меня: «Бама, маба». И нам очень помогала прабабушка ее мужа Димы.
баба Люся, ей тоже спасибо большое, когда мне надо было куда-то отлучиться, поехать, то мы отдавали ей, это ей большая благодарность, она тоже помогла очень в воспитании. И его вывезли, это у меня был такой удар, смерть дочери, предательство Хасана, забрали у меня ребенка, и я уже понимала, что это уже все, больше не мой будет ребенок, это же уже понятно. И тут я приезжаю в Польшу от хозяев своих, тоже это предательство. За неделю таких 4 удара, я не знала вообще, или я выживу, или это все переживу. А еще со своим здоровьем, почки одной нету, органов половину нету. Этот позвоночник, понятно, что я там, реконструкция вся сделана, но у меня ноги, и когда я нервничаю, воспаляется сразу позвоночник. А ноги-то болят, конечно, постоянно. Ну ничего, мы с Аминой просто сели, открыли карту. Я говорю, куда поедем? Амина говорит, ну вниз поехали. Я говорю, может, Норвегия, туда, в холодные страны. Она говорит, нет. Я что же, а Амина у меня закончила кульпросвет Каменца-Подольского и Академию художеств в Львове. Но она говорит, ну, мама, Вена – это страна, ну, это город художников, искусства. Поехали в Вену. И мы просто тогда еще были, не нужно было билеты покупать. Сели в поезд и поехали в Вену. Это уже было 11, ну, короче, до 15 марта мы были уже в Вене. Естественно, пошла я оформила социальные эти службы, Каритас по-немецки. По поводу квартиры. Естественно, никто ничего там сразу нам не давал. У меня был знакомый. Этого знакомого турка, откуда я знаю, когда я летела на похороны дочери, я в Стамбуле сидела на пересадке, я там очень плакала, там не было на мне лица. Какой-то человек возле меня сидел рядом, что-то он мне там говорил, но я не помню. Но номер телефона он записал и говорил, я в Вене. И если нужна помощь, то приезжайте в Вену. И вот когда мы вот это решили с Аминой в Вену, я говорю, у меня есть знакомый, я совсем недавно вот в аэропорте с ним познакомилась, но я не помню, что это за человек. Мы списались, он говорит, проблем нету, приезжайте. Мы приехали в Вену, поселились у него, прожили месяц, и через месяц турок захотел денег. А Каритас тоже не платил сразу деньги, там надо было 3 месяца пробыть, и тогда уже давали ту выплату. В Австрии очень маленькая была выплата, 204 или 203 евро на человека. А этот турок захотел за комнату 400. Какие еще там у меня деньги были, запасы, я ему отдала. Мы еще месяц с этих 400 евро у него в комнате уже как зайцы сидели. Он нам сделал Армагеддон дома просто, чтобы мы ни до чего не дотрагивались, экономили. И были постоянно такие скандалы, что к нам тут поприезжали ваши украинцы, полные сумки денег, все раскидаются деньгами, а я думал, что ты тоже такая богатая. Серьезно, турок рассчитывал на заработок украинки, которая похоронила только ребенка, которая получила сколько предательств. Ну ничего, мы от того турка потом ушли. Я нашла еще одного знакомого, который имел старый свой дом. Это тоже в 12-м районе. Дом уже типа под снос, 3-этажка. Но его не снесли еще, слава богу. И так мы там жили. Он от фирмы подключил нам свет. Вода в доме была, газа не было. Кондиционером грели, даже не кондиционером, просто такой дуйкой грелись зимой. И так мы жили. И это я очень-очень благодарна этому бойфренду. Ему действительно спасибо, потому что он поддержал, помог. И мой ребенок до сегодня там живет в этом старом доме. До сегодня его не снесли, а квартиру мы обустроили, оборудовали однокомнатную. И большое ему спасибо. А теперь хочу добавить до темы по поводу Хасана и тюрьмы, когда его забрали, посадили на этих 6 месяцев. Естественно, как его мама предпринимала ко мне магию, как они меня кормили постоянно этим всем. И был такой момент, что один раз я прямо почувствовала. Они меня начали звать на ужин. Лера, приди. И я собралась, это вечер, пришла к ним на ужин. Они на полу вот это сидят, большая эта тарелка, там все. И сестра Хасана, я на нее говорила Пасма, оказывается, она там Басма, или как там правильно, оно как-то бы вместе, Басма, надо имя. А она вот так в другой тарелке отдельно металлической приготовлена. Я еще была удивлена, говорю, голуби. Они, да, мы приготовили тебе твои любимые голуби. Я думаю, ну как же это беднота. Голуби купила, знаешь, они бедные очень, это дорого для них.
И эта басма, вот этот голубь с другой тарелки прямо берет, лупает и мне сует в рот своими руками. Я говорю, почему ты мне суешь, почему не все вместе, почему отдельно? Я говорю, что-то уже задумали. И тут Хасана мать сразу вот так в секунде, глаза красные, как демон, начинает орать, что-то начинает кричать на арабском. У меня вот эти волосы на руках встали, знаешь, мурашки по телу. Я вспрыгиваю и убегаю от них. И, естественно, по дороге я не шла, я бежала, как вот эта утка вот так ногами перекручивала. Я за 5 минут Флоренцию добежала с Дахара. Я пришла домой, у меня волосы вот так вверх стояли, потому что я поняла, что меня кормят, потому я ношу эти торбы в эту тюрьму, потому я плачу за все. Мне все говорят, Лера, что ты делаешь? А я как в тумане. И я еще поняла, раньше, может, начала догадываться, у меня очень начал болеть позвоночник между лопатками, а я чувствую, когда на меня садится какая-то сущность, она сразу, вот я ее чувствую на спине, потому что спина может больная, и энергетически я сразу ощущаю. И я уже чувствовала тогда, что-то не то, что-то со мной не то, что-то со мной не то. А они меня просто кормили магией, потому что здесь это в порядке вещей. Он мне очень много рассказывал, как у их семьи это все используется, особенно на свадьбы, как можно что-то сказать, и мужчина там будет не мужчина к своей женщине. А их семья вообще это все использует. И когда я была в Кумомбо, когда меня привозили туда, то я была в шоке. Я попала как в цыганский дом, где свекровь сидит постоянно с кальяном, где костер посреди дома палят. Все задымлено, загорено. Я думаю, боже мой, где я? Что это такое? Он тогда, даже Хасан сказал, что больше никогда не повезу никогда в свой дом, потому что вы все в шоке. Типа вы не видели такой жизни. Я говорю, конечно, не видела такой грязи, такой жизни и такого непонятного какого-то цыганского логова. Тут все ходили, тут все попадали на землю, спят, и дети, и переступают друг друга прямо на земле, даже не на кроватях. Вот Хасана был отец, конечно, хороший, он меня любил, и я его очень любила, но он какой-то был другой, но он умер уже, его нету, и он всегда говорил мне, Хасан, что, папа тебя больше всех любил, папа всегда говорил, цени эту женщину, она тебя любит. Не всем дано это понять, знаешь, значит, папа был более глубокий, более со старой душой. Вот у меня еще тут Вика есть со старой душой. Я людей чувствую, которые уже имеют опыт жизненный. Конечно, я понимаю, что эта душа уже прошла тяжелую жизнь и судьбы тяжелые. И понимаю, что моя душа, наверное, вообще последний раз отживает в этой жизни. Потому что эта жизнь тяжелая. Как мне говорил Хаял, что, Валерия, я тебя не знаю, я стою на колено перед твоей душой, и то, что ты выбрала такую тяжелую себе судьбу, чтобы выйти уже дальше на другой уровень жизни. И также Рубина мне говорила, что, Лерочка, посмотри на себя в зеркало. С тебя Египет выходит прямо изнутри. По поводу силы, да, имею силу. Да, имею дар, да, может, имею темную силу, просто ее не использую, выбрала дорогу светлую, тем более у меня есть дети, по-другому быть не может, вот и все. По поводу сил и темных сил, что возле меня, это я тоже в жизни заметила, что людей, которых я люблю, в них подселяются темные силы, может, для того, чтобы меня сломать, чтобы я перестала молиться и ставить на себя эту защиту, веру в Бога, и прокляла кого-то, и пожелала чего-то плохого, и пошла к темному. Потому что и по Хасану было видно в последнее время, да, алкоголь, да, это все, но в нем было видно это подселение. И когда он меня убивал, это были глаза не человеческие, это были глаза демона. Это были такие красные, страшные глаза, как тогда я видела его мать. Вот это видно, что вот подселение, что это неадекватные уже люди, что что-то с ними происходит не то. И я заметила по жизни своей, что подселяются, да, приходят ко мне такие плохие, темные люди для того, чтобы я испортилась, чтобы я поменялась, что-то сделала не так. И жизнь не без ошибок. Конечно, бывает, что ты делаешь не так, но, слава Богу, я благодарна Богу, что Он все равно мне помогает и достает, и протягивает свою руку всегда мне. Так что благодарю высшие силы, Вселенную, Матушку Землю, свой род и всех вас, что вы со мной. И спасибо жизни за такую жизнь. Уроки у меня жестокие, но они меня сделают только сильнее.
Спасибо вам большое, что вы нас слушаете, что вы пишете комментарии. Теперь ждем опять ваших вопросов, комментов. Будем стараться всем ответить. Да спасибо вам за то, что вы есть. Так что желаю вам всем счастья, здоровья, любви. Вам и вашим семьям. Искренне.